Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам еще один стапель от украинской фирмы Laser Model Graver. Ранее на канале мы рассмотрели стапель с дополнениями для моделей авиации, и вот сейчас пришла очередь БТТ. У меня в руках большой набор, который включает в себя несколько разных приспособлений. С его помощью можно фиксировать модель для покраски, а также выставлять катки и собирать траки. Но давайте обо всем по порядку и для начала рассмотрим коробку. Модуль упакован в коробку из плотного картона, которая также запаяна в плотную пленку. На лицевой стороне вложена обложка, которая также является инструкцией, и здесь вот можно увидеть составляющие части набора. Здесь два приспособления для фиксации модели, далее стол, на котором собираются траки и выставляются катки. На следующей фотографии вот как раз пример использования этого стола. И ниже пример закрепления модуля для фиксации. Этот стапель, кстати, как и предыдущий авиационный стапель, совмещен с поворотным столом от Laser Model Graver. В комплект этот стол не входит, но вы можете всегда заказать его отдельно. Вот здесь на третьей фотографии стапель как раз закреплен на этом столе. Ну и еще хочу добавить, что модули, которые входят в этот набор, вы можете приобрести по отдельности. Так, например, модуль для фиксации бронетехники, кондуктор для сборки траков и отдельный стол для выставления катков. Далее. На обороте коробки фирменная гравировка фирмы. Здесь название модуля, официальный сайт и маркировка «Сделано в Украине». Кстати, все ссылки на сайт, социальные сети, а также конкретно на эту продукцию я оставлю в описании под видео. Ну а теперь давайте вскрывать коробочку и посмотрим, что внутри. Коробочка здесь, кстати, прекрасно открывается. И вот это вот оказалась лицевая сторона. Внутри большое число деревянных деталей. Пакетик, даже два пакетика с винтами и гайками. И вот еще то, чего не было на обложке. Это вот такие вот крокодильчики, зафиксированные также на деревянном элементе. Замечательный инструмент для фиксации мелких деталей. Сейчас будем разбирать все по порядку. Итак, друзья, в комплекте здесь, как видите, множество продольных деталей. Это, судя по всему, элементы стола. Все эти детали уже вырезаны, уже отделены, так что при необходимости можно их только зачистить, проверить, чтобы не было никаких заусенцев. Но уже хочу сказать, что вырезано все очень аккуратно, а линейка нанесена очень точно и качественно. Кое-что все-таки придется отделить, но это уже мелочи. На отдельной дощечке закреплены мелкие детали. Это, я так понимаю, модуль для фиксации. Но сейчас будем разбираться. Далее, здесь у нас 4 вот таких вот крепления. Это для одного модуля. 3 вот таких вот поменьше. Это для второго. И также 3 крокодильчика. Судя по креплению, крокодильчики могут устанавливаться вместо вот такого вот фиксатора. Я считаю, это отличное дополнение. Очень здорово подойдет для мелких деталей. Также вот отдельно лежал такой вот элемент. Еще одна деталь отделилась от дощечки. И также в комплекте небольшой сувенир от Laser Model Graver. Давайте теперь рассмотрим инструкцию и будем собирать модуль. В верхней части название и краткое описание. Здесь также сказано, что модуль включает в себя 3 приспособления. Это то, что я и говорил, фиксаторы, приспособления для выставления катков и сборки траков. Далее перечень деталей набора. Из вот этого комплекта собирается стол,
Вот он как раз идет схема сборки. И здесь нам понадобится клей. Ниже вторая раскладка деталей и схема сборки модулей для фиксации. Вот он трехточечный и четырехточечный. Вот такая вот простая незамысловатая инструкция. И давайте сейчас по ней соберем стапель. Начнем, конечно же, с монтажного стола. Детали здесь пронумерованы только на инструкции, но я думаю, запутаться не в чем. Конструкция достаточно простая. На этапе отделения и зачистки деталей я подробно останавливаться не буду, здесь нет ничего сложного. Ну а также я показывал это в обзоре стапеля для авиации. Если еще не видели, то обязательно ознакомьтесь. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Так что сейчас я все подготовлю и переходим сразу к сборке. Итак, детали подготовлены и приступаем к сборке. Здесь действительно практически ничего не понадобилось отделять и зачищать. Но там, где это было необходимо, я воспользовался вот таким вот ножом для отделения и маникюрными пилочками для зачистки. В остальном все детали прекрасно и точно вырезаны. Для сборки некоторых элементов нам понадобится клей, я использую вот такой вот проверенный столярный момент. С его помощью я уже собирал авиационный стапель, и мне этот клей очень понравился. Быстро сохнет и держит намертво. Первым делом собираем основу нашего монтажного стола. С обратной стороны установим крепление. Для начала небольшая примерка. Все части входят очень свободно, кроме центральной. Ее можно было бы заколотить, но я лучше немножко расточу отверстие и подточу вот этот шип. Лучше подклеить, чем повредить деталь. А вот с обратной стороны небольшой сюрприз. Шип немного шире отверстия, так что сейчас я его чуть-чуть подкорректирую. Благо дерево обрабатывается очень легко, так что это сделать не составит никакого труда. Ну вот и все. Минута работы крупной пилкой и зубец сточен до нужного размера. Собираем основание и теперь сразу на клей. Я уже примерил, все пазы входят как надо. Вот такая вот у нас получилась основа. Ровный монтажный стол и прочное основание. Ничего здесь не шатается, не ходит из стороны в сторону. Так что я уверен, работать будет удобно. На поверхности здесь есть разметка, и для чего она нужна, я покажу чуть позже. Сейчас главное я хочу отметить, что важно не перевернуть эту столешницу и приклеить ее правильно. Ну а сейчас соберем такой вот подъемный механизм, который находится здесь в центре. Для этого нам понадобятся две вот такие вот боковинки под номером 5, две перемычки и центральная часть. Здесь также важно обратить внимание, что на деталях присутствует линейка, так что нужно собрать этой линейкой наружу. Перемычки устанавливаются сбоку, вот таким вот образом. С обратной стороны ставится вторая симметричная деталь. И накрывается верхней частью. То есть должен получиться вот такой вот подъемный механизм. Сейчас я это все соберу на клей и покажу, как он выглядит. Две боковые части установлены. И сейчас накрываем второй половинкой. Вот так вот соединил и на всякий случай прижал мини-струбцинами. Сейчас подсохнет и будем устанавливать верхнюю часть. Итак, вот таким вот получился у меня подвижный элемент стапеля. Ровная, прочная, аккуратная конструкция.
Здесь все детали сошлись просто прекрасно и не пришлось ничего подпиливать или растачивать. Единственное, о чем я забыл, это установить вот эту вот гайку. Она ставится в отверстие в нижней части модуля. После сборки это сделать немного сложнее, но тем не менее реально. Сейчас поставим вторую такую же. Вот таким вот образом загнал я ее между досками, и теперь протянуть сквозь отверстие можно с помощью винта. Просто закручиваем его, и гайка станет на свое место. Как видите, все реально, но лучше этот этап делать вовремя. Еще один элемент, который нужно установить на эту подвижную часть, это вот такой вот крюк. Таких деталей здесь две, и ставятся они по обе стороны от монтажного стола. То есть с их помощью можно зафиксировать модель. Для сборки нам понадобится, собственно, сам крюк, две шайбы с большим отверстием, гайка и коротенький винт. Сейчас нужно аккуратно просунуть крюк с шайбами в отверстие и с обратной стороны подловить гайкой, чтобы гайка прошла сквозь обе шайбы и сквозь крюк. Ну и с обратной стороны зафиксировать винтом. Сейчас покажу, что из этого получилось. Вот, собственно, и все. Второй крюк занял свое место. Теперь на этот стол можно зафиксировать модель бронетехники или даже автомобиль. Сейчас посмотрим, как эта деталь устанавливается на стапель. Установить деталь удобнее снизу модуля. И фиксируем барашками. Вот такая вот получается конструкция, и без дополнительных приспособлений это выходит абсолютно ровный стол. Через отверстие в основании можно подкручивать винты и регулировать крюки. Вот таким вот образом стол поднимается, и поднимается он на достаточно большую высоту. Так что, как я и сказал, здесь можно сфиксировать модели не только бронетехники, но и автомобилей, чтобы выставить все колеса на одном уровне. В конце ролика мы еще протестируем этот стапель с моделями. Крюки снимать не обязательно, и если они не нужны, то можно просто спрятать внутрь стапеля. Ну и теперь нам осталось разместить оставшиеся детали, которые необходимы для сборки траков и выставления катков. Собрал я оставшиеся планки, и все они крепятся вдоль стапеля с помощью винтов и барашков. Здесь вот с этими планками есть один нюанс. Вот посмотрите, в комплекте 6 планок двух разных типов. 4 вот такие вот узкие, и я так понимаю, они устанавливаются для того, чтобы выставлять катки, либо колеса для автомобиля. И более широкие, которые устанавливаются, когда нам нужен кондуктор для сборки траков. Вот посмотрите, при такой установке планки эти собираются в 2 уровня. Но естественно, если вы выставляете катки, то такая конструкция будет только мешать. Так что ее нужно собирать только если вам нужен кондуктор для траков. В противном случае с обратной стороны нужно поставить точно такие же 2 узкие планки. Здесь на одной из узких планок расположена линейка. Я так понимаю, что она предназначена именно для траков. И судя по ней, здесь можно собрать гусеничную ленту до 25 см длиной. Ну, как я и сказал, в конце обзора мы все это еще протестируем. А сейчас переходим к сборке следующего модуля. Здесь у нас будет 3 типа держателя. 3-точечный, 4-точечный и с крокодильчиками. И я приступаю к отделению и подготовке деталей. Итак, друзья, я подготовил все необходимые для сборки элементы, а также отобрал нужные металлические части. Все детали с дощечки отделил безо всяких проблем, и для этих целей использовал вот такой вот нож. Ну а для зачистки, как всегда, маникюрную пилочку. Из металлических деталей здесь понадобится 6 вот таких вот продолговатых круглых гаек, а также 3 вот такие вот шестигранные.
Ну и, конечно же, барашки и шайбочки. Давайте сейчас предварительно соберем оба модуля, ну а потом я их уже проклею. Здесь все достаточно просто собирается. Например, вот таким вот образом соединяется конструкция с трехточечным креплением. Соответственно, 3 детали устанавливаются под углом друг к другу. Ну и сейчас прервемся, я это все склею и покажу деталь уже в рабочем состоянии. Но перед этим давайте соберем второй модуль. Здесь также нет ничего сложного. Давайте начнем с центральной части. Как видите, вот сюда вот в центр заводятся гайки и далее прикрываются круглой деталью. Вот такое вот получается достаточно прочное крепление. Далее устанавливаются боковинки и элементы с перпендикулярной стороны. Вот такая вот получается конструкция, но здесь также будет необходим клей, чтобы все надежно держалось. Так что сейчас я склею оба этих модуля и вернусь. Итак, друзья, закончил я сборку и установил уже все держатели. На трехточечном модуле обошлось безо всяких проблем. Единственное, что пришлось расширить вот это вот отверстие, чтобы крепление установилось более плотно. Вот таким вот образом оно сюда прилегает, и гайка здесь не особо охотно входила в отверстие. Но в целом это никаких проблем не составило, и вот он, трехточечный модуль, уже готов к использованию. Как вы помните, вместо крючков сюда можно установить вот такие вот крокодильчики. Но вот с четырехточечным возникли нюансы. Во-первых, я его изначально не совсем правильно собрал, благо что вовремя заметил. Вот посмотрите, модуль должен быть собран таким образом, чтобы все отверстия находились в его нижней части. То есть я имею в виду крепление к стапелю, а также крепление вот этих вот держателей. Изначально я собрал держателями вверх, но это неправильно, и здесь по итогу должна образовываться вот такая вот плоская площадка. Еще один нюанс. Вот сюда вот я добавил еще одну шайбу. Сделал это для того, чтобы гайка плотнее притягивалась, и одной шайбы здесь было недостаточно. Ну а вот теперь, когда установлено по 2 шайбы с каждой стороны, эта деталь затягивается очень туго и надежно. Вообще этот модуль получился очень подвижным, он двигается в 2 плоскостях, и модель можно наклонять как угодно. Сейчас я установлю его на стапель и все вам покажу. Ну и еще хочу отметить ширину модели, с которой позволяет работать этот модуль. Итак, минимальная 6 сантиметров и максимальная 11,5. Как видите, разброс довольно большой, и здесь можно собирать как и легкую бронетехнику, так и крупные солидные модели. Оба модуля получились прочными и надежными, а гайки отлично фиксируют крючки в нужном положении. Так что я уверен, за закрепленную здесь модель можно будет не беспокоиться. Как я уже показывал на предыдущем модуле, обе эти конструкции прикручиваются вот к такому держателю. Прикручиваются с помощью барашка и шайбы. И далее все это устанавливается на стапель. Так что давайте теперь переходить к тестам. Тестировать стапель будем с помощью модели танка Т-54-1 от Mini-Art и наборных траков также от танков Т-54 и Т-55 от Mini-Art. Давайте начнем с установки держателей. В процессе работы деревяшки придется много двигать, и чтобы они лучше скользили, рекомендую смазать поверхность парафином. На четырехточечном держателе танк может быть закреплен за ходовую часть, но на трехточечный держатель устанавливается либо башня, либо сам танк, и также крепится за отверстие под башню. Вот таким образом закрепил танк за траки, затянул все гайки, и, как видите, держится модель очень надежно. Даже если немного потрясти, нет никакого опасения, что танк отсюда упадет или даже сместится хоть немного в сторону.
Крепление надежное и можно спокойно дальше работать с моделью. А вот так вот смотрится модель, закрепленная на стапеле. Прекрасно здесь держится. Как я показывал, стапель может наклоняться в двух плоскостях и работать становится очень удобно. Можно повернуть модель на бок. Можно наклонить вперед или назад. И тем самым прорабатывать даже самые труднодоступные места. Очень удобный инструмент, очень облегчает обращение с моделью, как раз в том случае, когда, как говорится, взяться не за что. Я когда собирал этот танк, импровизировал и приклеивал на блютак вот сюда вот в середину пластиковый стаканчик. Но тем не менее крепление было не слишком надежное и в некоторых ситуациях внушало опасения. Ну а здесь я абсолютно спокоен. А вот так вот на 3 точках крепится башня. Все так же надежно и не вызывает никаких сомнений. Крепление на 3 точки идеально для круглых отверстий, таких как башня. Деталь здесь не шатается и держится очень надежно. При работе можно держать этот модуль в руках, поскольку если поставить его на стол, он не переворачивается. Ну а также можно закрепить на стапеле. Как я и говорил в начале видео, у Laser Model Graver можно приобрести эти модули отдельно. И если вы активно собираете технику, то я думаю, не лишним будет иметь 2 или 3 комплекта, для того, чтобы с моделями можно было работать параллельно. Кстати, вот что еще забыл показать, это минимальный и максимальный диаметр, который можно закрепить на этом модуле. Вот посмотрите, здесь крючки сходятся практически вплотную, и деталь можно зафиксировать за очень маленькое отверстие. Ну а максимальный диаметр здесь также весьма приличный. Наверное, на таком максимальном положении даже не найдется модели, которую можно будет закрепить. Ну и последнее, что хочу показать на этом модуле, это закрепление танка за отверстие под башню для работы с нижней частью. Как видите, модель также прекрасно держится, не вызывает никакого опасения надежность крепления, и можно спокойно работать над дальнейшими этапами визеринга или покраски. Кстати, еще хочу отметить, что такое крепление великолепно подойдет для интерьерных моделей мини-арт. Поскольку корпус и башня танка будут просто невероятно насыщены деталями, то только вот такими вот аккуратными крючками и можно будет удерживать модель, чтобы работать с ней и ничего не повредить. Интерьерные модели на канале у меня еще обязательно будут, так что не раз опробуем это приспособление. Ну что ж, вот такие вот подвижные и надежные крепления предлагает компания Laser Model Graver. Я, честно говоря, впервые в руках держу подобное приспособление и даже не знал, что от него ожидать. Но сейчас я могу сказать, что это действительно очень необходимая вещь для моделистов бронетехники. Я вот сейчас несколько минут покрутил в руках модель и уже ощущаю, насколько удобнее, насколько проще с ней было бы работать. Так что, как я и сказал, все будущие модели танков будут собираться исключительно на стапеле. Перейдем теперь к тестированию остальных модулей этого набора. Кстати, вот еще не показал, крепится держатель модулей с помощью такой вот продолговатой гаечки и барашка. Все также надежно фиксируется, и крепление, как видите, не шатается и уверенно держит модель. Давайте пока отложим танк и рассмотрим кондуктор для сборки траков. Он расположен прямо здесь, на этом монтажном столе. Вот они, 4 планки, установленные в 2 яруса. 2 яруса необходимо для того, чтобы нижним уровнем зажимать гребень трака, если вы собираете траки гребнем вниз. Но траки можно собирать и гребнем вверх, так что тогда этот уровень можно не устанавливать. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Для начала позиционируем кондуктор, устанавливая 2 трака по обе стороны. И теперь, когда наши контрольные траки зафиксированы, можно продолжать собирать гусеничную ленту. Как видите, при таком подходе траки очень легко выстраиваются в одну линию. После набора нужного количества звеньев останется только проклеить гусеницу и уже располагать ее на катках. Вот таким вот образом, очень просто и удобно.
Я собрал гусеничную ленту из 20 траков, и судя по линейке, здесь поместится 60 штук. При том, что, например, на модель танка Т-54 от Mini-Art необходимо 90 траков на одну сторону. То есть больше половины гусеничной ленты можно собрать на одном таком кондукторе. Я думаю, это более чем достаточно. Обычно подобная гусеничная лента собирается из двух половинок, так что длина здесь в самый раз. Некоторые рабочие гусеничные ленты собираются путем установки штыря сквозь траки. Для такой сборки необходимо убрать одну сторону кондуктора, таким образом у нас освободится боковая часть трака, и с этой стороны можно будет устанавливать штыри. Ну а с обратной стороны остается дощечка для того, чтобы траки были подперты и надежно фиксировались. Также трак по-прежнему фиксируется за гребень. Таким образом можно легко контролировать сборку, и ваша гусеничная лента не будет рассыпаться в руках. Если необходимо, можно убрать один ярус кондуктора с обеих сторон. Сейчас покажу, для чего это нужно. Итак, первый вариант, при котором необходимо будет полностью убрать один ярус кондуктора, это сборка траков, которые требуют установки пальцев с обеих сторон. Вот посмотрите, сейчас у меня здесь установлена часть рабочей гусеничной ленты от Mini-Art. И вот я еще не убирал 4 пальца, которые необходимо было установить с обеих сторон. В такой вот ситуации удобнее всего зажать траки за гребень и спокойно устанавливать крепление. После завершения работы достаточно извлечь гусеничную ленту, и мы получаем вот такой вот замечательный рабочий сегмент. Ну и второй случай, который не потребует установки второго яруса кондуктора, это сборка траков гребнем вверх. Я именно таким образом собирал гусеничную ленту для Т-54-1. Для некоторых траков это достаточно удобный способ. Тем более в случае с этим стапелем вы на одних и тех же дощечках сможете собирать траки и выставлять катки. Давайте сейчас покажу, как собираются траки гребнем вверх. Здесь в целом все то же самое, единственное, за счет того, что трак не закреплен за гребень, он вот таким вот образом шатается в кондукторе. Но это не проблема, как только набирается гусеничная лента некоторой длины, уже она сама блокирует такие движения и очень легко становится собирать трак к траку. Вот таким вот образом очень легко собирается гусеничная лента. Я еще предпочитаю именно этот способ, поскольку изнутри ленты, как по мне, проще проклеивать траки. Но в любом случае это уже дело привычки, как собирать гусеничную ленту. Главное, что этот кондуктор позволяет подойти к сборке с самых разных сторон. Ну а теперь давайте посмотрим, как работает выставление катков на этом стапеле. Итак, что такое балансирование катков? Танк закрепляется на стапеле вот таким вот образом. Под донышко ему подводится подвижная часть стапеля, а катки фиксируются между двумя полозьями. Таким образом мы добиваемся того, чтобы все катки были выставлены, во-первых, на одной высоте, а во-вторых, по одной линии. У меня нет модели без гусеничной ленты, но я думаю, здесь и так принцип понятен. Я думаю, такой способ будет очень полезен для тех моделей, где размещение катков вызывает вопросы. Но, к слову, здесь у меня катки собрались безо всяких проблем. По-моему, даже на глазок. Но в будущем буду, конечно же, пробовать этот функционал стапеля и обязательно покажу вам, что получится. Кстати говоря, это еще один способ крепления модели. Танк здесь пусть не настолько надежно, но все же зафиксирован, и можно продолжать с ним работать. Как я и говорил в начале обзора, к этому стапелю подходит поворотный круг, и с ним, я думаю, работать с моделью будет еще легче. Поскольку в процессе крутить приходится часто, и я думаю, с поворотным столом это будет делать гораздо легче и приятнее. Ну и вот что еще хочу показать, это работа с крокодильчиками на трехточечном модуле. Как видите, детали прекрасно закреплены, друг другу не мешают, и можно спокойно с ними работать. Я думаю, такой модуль отлично подойдет для покраски деталей в один цвет или для покрытия лаком. Здесь я закрепил детали модели ГАЗ-2А от Mini-Art. Ну и напоследок немного о нестандартном использовании модуля.
Здесь, например, можно закрепить модель автомобиля и точно так же с помощью этого стапеля выставить правильную высоту колес таким образом, чтобы все они касались земли. Например, такая вот небольшая легковушка, как Opel Kapitana от ACM, прекрасно сюда помещается. Так что, как видите, со стапелями от Laser Model Graver можно импровизировать и использовать их не по инструкции. И таким образом получать еще больше возможностей облегчить себе сборку моделей. В будущих стройках автомобилей я еще обязательно воспользуюсь этой особенностью стапеля и постараюсь выставить колеса с его помощью. А вот, кстати, еще один вариант. Можно попробовать закрепить модель за колесные арки. Ширина модуля как раз позволяет это сделать. Одним словом, как я и сказал, вариантов использования здесь гораздо больше, чем предусмотрено инструкцией. И вот еще чуть не забыл показать фиксаторы, которые находятся на монтажном столе. Это два вот таких вот крючка, с помощью которых можно зафиксировать модель. Это также очень удобно, модель аккуратно фиксируется, не ерзается, и можно продолжать с ней работать. Танк фиксируется аналогичным образом, можно также аккуратно прижать модель, чтобы она не ерзалась. Сейчас уже к покрашенной я не буду прилагать большие усилия, чтобы не повредить поверхность, но если работать с голым пластиком, то здесь эти крючки можно как следует прижать и хорошенько затянуть винтами. Итак, друзья, на этом сборку, обзор и тестирование стапеля от Laser Model Graver я буду завершать. Подводя итоги, хочу сказать, что приобретая такой набор, вы получаете не просто стапель, а целый комбайн для сборки моделей. Здесь в наличии разнообразные фиксаторы, кондуктор и замечательный монтажный стол. Таким образом, здесь можно провести множество ответственных операций по сборке, покраске и визерингу модели. Все модули выполнены очень добротно. Детали аккуратно вырезаны, легко собираются и надежно скручиваются металлическими элементами. Со стапелем легко работать, и он действительно облегчает сборку модели. Напоминаю, что у Laser Model Graver вы можете выбрать как этот набор целиком, так же и отдельные его составные части. Все ссылки я оставляю в описании под видео. Ну а этот ролик я заканчиваю. Надеюсь, видео было вам интересным. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. А также обязательно пишите свое мнение в комментарии об этом стапеле, а также о стапелях в целом. Пользуетесь ли вы такими приспособлениями, и если да, то для каких операций? Мне будет очень интересно почитать и пообщаться. И на этом я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч.